Всем привет! Всем привет! Собрались мы наконец-то. Справились с хозяйством, собрались и поехали. А в доме в маленьком, в последней комнате закрыли окно? Да, не открывал? закрыл. Я тоже не открывала. Погода сегодня у нас дождь должен быть. Да, у нас получается, мы вчера легли в 3 часу ночи, дождь пошел. И всю ночь шел дождь. Вот видите, да, по дороге. И утром был дождь. Опять Сейчас грязюка. нет дождя, но обещают через пару часиков опять пойти дождь. Трактор смешно едет. Трактор-попрошайка. А как он вообще видит, куда он едет? Да я вот тоже всегда думал, как-то придумали его непонятно. Для каких целей. Мы поехали в Ростов на рынок Алмаз. Кто-нибудь был на этом рынке, интересно? Мы едем туда первый раз. Посмотрим, что за рынок. Попробуем найти то, что нам нужно. Так что хорошей нам дороги, а вам хорошего просмотра и хорошего настроения. О, трактор. Смешной который. Мы еще до Павловска не успели добраться. Да, из станицы мы не успели выехать. Ага, и дождь пошел, смотрите. Все равно сегодня, как говорится, дождь работы нам Не даст. не даст. Пришлось бы, я не знаю, чем заниматься дома. Камин дальше мы не смогли бы строить, потому что нужно, чтобы эти кирпичи схватились. Да и сейчас там загвоздка получится буквально 15-20 минут, и надо будет уже дверь выставлять, размеры знать. Курятник мы не сможем Делать строить, тоже потому как что бы дождь подождем. идет. Так что, наверное, хорошо, что мы выбрали, что мы поедем в Ростов. Интересно, кстати, этот рынок Алмаз, он крытый, нет? Ну, там есть крыша в плане, что... Я вот не знаю. Потому что там, в принципе, я зашел на сайт, там схема показана, как бы там какие-то павильоны, а вот что между павильонами, я не знаю. Смотрите, какой ливень. О, поливает. Мы еще не доехали до Павловской. А это буквально сейчас до нас А может дойдет. быть, это не у нас? Ой, у нас нету? Нет, это сейчас к нам придет. А то, знаете, бывает даже так, что Кристина звонит, я говорю, у нас дождь поливает. Она говорит, как дождь? У нас нет дождя. Такое бывает. Ну, туча проходит, но здесь явно хорошая туча, она просто вот зашла уже. Поле казачья слава. Слава казакам, гвардейцам. Смотрите, открыла шоколад в виде мандарина. У Кристины на канале видели, да? Ой, смотрите, он прям дольками. Бери, Рушик, только за дорогу следи. Шоколад. Дольками, да? Ага. Ну-ка, откуси. А то мне неудобно снимать. А, Чистый шоколад. Это вкус есть? Да. Мандарина. Даже запах, да, есть? Да. Так интересно сделано, гляньте. Реально вкус такой. Вкусно? Тоже буду пробовать. Ой, он даже как сделано красиво. Смотрите. Интересно. 160 грамм. Вот в этой одной мандаринке шоколада 160 грамм. Представляешь? Чувствуется. Мы подъезжаем к платному пункту. Один платный пункт мы, получается, объехали, да? Да, он находится, где веселая жизнь там. У нас станица есть. А там почем, он не знаешь? Там 190. Ого. Краснодарские эти пункты самые дорогие. Один получается 200, второй 190. И мы живем, получается, нам и туда, что в Ростов, что в Краснодар. Нам их проезжать. Ростов-на-Дону 26 км написано.
Вот платный пункт. Ну-ка по цене посмотрим. 60. Легковая. Выходные дни, будни 55. Ну это куда не шло, блин? Да, конечно. Не 200 рублей. Тебе надо было, блин, заскочить, а? Ну, пусть. А тут проехал. Вот здесь только что. Видел? Ну. И даже не заплатил. А у ничего. него этот стоит Т-пас, который. А как это? Хорошо, как узнать? Они как это узнают? Там датчик, он в компьютере стоит, получается, в машине. Такой прибор устанавливается, на него кладешь деньги, и когда ты подъезжаешь, этот радар считывает, и все, и ты проезжаешь, перед тобой открывается. Там он и дешевле получается, проезд. Смотрите, где мы сейчас находимся, на рынке. Рушан там узнал, мы сейчас немножко проехали. И здесь терраса. Смотрите, как красиво. Мы тоже планируем террасу строить. Вот что-то тоже подобие. Красиво, да, получается? Может быть, к лету, летом у нас получится. Ну, это, видишь, Рушан, крышу надо изменять. Потому что, видишь, это от дома идет и крыша. Ну, хотя можно, нет, можно террасу сделать. Да все можно просто Ну, постепенно. вот получается, где вот эту крышу сделать, а эту крышу на потом оставить. Потому что, чтобы поменять крышу, это дорогое удовольствие, которое оставим мы на самый последний момент, наверное, да? Более Мы- важные дела есть. Мы оделись потеплее, потому что у нас предстоит прогулка по улице. Пойдем походим, посмотрим. В ту сторону пойдем, да? Да, вот так. Там Пойдем. что-то обои, ламинат. Кстати, нужно будет потом посмотреть. Мы сейчас планируем для начала взять то, что нам нужно, загрузим, будем спокойны, а время останется, если еще рынок будет открыт, мы уже походим, можно будет посмотреть напольную плитку, да, нам, Ну, что здесь за просто цены. приценимся, да, посмотрим. Да, что зафиксируем, это, да. посмотрим, что почем, что потом тоже для нас будет эта информация очень важна, чтобы мы знали. А дома уже все посчитаем, посмотрим. Блин. Или поехали, может, дальше проедем. Ну, сам смотри. Поехали. А что, проедем. идти не хочешь? Да что-то я смотрю, здесь вроде бы это. Сейчас пристегнусь, а то гаишники здесь Всякие гоняются. эти ламинаты и тому подобное. Нам это сейчас пока не нужно. Строим дом. Здесь надо у них это, можно у них дом что ли заказать? Да? Это строительная компания. Интересно. Вот видите, у них окна. Вот где веранда, терраса. Как мне нравятся Пол. такие, прям до пола. Что там? Добро пожаловать. Туда поехали, там в следующий раз вернемся. Инструменты, чего только нету, да? Салон света. За электричество, спортивный, вагонка, доска. Техника для кухни. Кухонные мойки. Вот Кристине надо сюда. А, ей же умывальник нужен. Я думаю, умывальники должны быть. Конечно, мне кажется, здесь все есть. Так, садовая Просто мебель. всё. Так, кристалл, калейдоскоп, оптово-розничный центр, новогодняя ярмарка. Дом посуды. Игрушки, бассейны. Вот здесь прикольно, да? Ездишь и все смотришь. А мы оделись плитка, потеплее. опт. Плитка оптом и в розницу. Керамогранит. Дымоходы, вентиляция, теплый пол, газовые котлы, люк, колонки. Ой, Рушан, сюда нам не надо? Нет. Это не то, да? Сантехгуд. Матрасы, мягкая мебель.
Так, я думаю, давай вот сюда заедем сейчас и пойдем, потому что я так не могу ехать и смотреть, я боюсь, как не влупить кого-нибудь. А здесь никого нет, не эти вот шторы. Котлы. Так. Все, приехали мы на рынок. Рынок Алмаз в Ростовской области. Сейчас хотим пройтись, посмотреть, сколько здесь стоит дверцы на камин. Потому что нам сказали, что это самый дешевый рынок, который вообще есть. Просто в Краснодаре мы смотрели, там есть 2 магазина. В Краснодаре нет такого рынка, там только в магазинах. И там мы посмотрели по интернету 2 магазина. Да, и то это одного производителя, просто в разных местах. Да, и цены там получается, Порядком какая нам выше. нужна, 14 тысяч. Сейчас посмотрим, может быть здесь Оценимся есть, может здесь, подешевле. посмотрим, да. Есть такая вот погода. Написано котлы. Посмотрим, может быть здесь Ого, есть. бетономешалка. Ага, огромный. Уже в 2 места зашли и промах, да? Да, здесь нет ничего. Нету. Будем искать. И опять мимо. Смотрите, что я нашла. Клеенка. Клеенка. Пойдем в клеенку зайдем? Все-таки я выберу себе какую-нибудь клеенку. Мы были недавно в кафе. И там, да, мы увидели Руж. Помнишь, такая, ну, как клеенка, под кожу сделана, коричневая. Ты еще сказал, ну, клевая, тебе понравилось. Ну да. Вот такую бы тоже найти. Котлы, колонки, Руж. Пойдем посмотрим? Здесь спросим. Ну, пойдем. Потом в клеенку сходим через дорогу. Вон настенные котлы, напольные котлы. Сказали где-то в рынке искать. Где-то в той стороне, да? Вон там дальний вход. Пойдем в клеенке Там сходим. должна быть кофта написано. Давай под конец зайдем. Руж, мы потом это потеряем клеенку. Ну как напротив машины, как мы потеряем? Ну ладно. Вот ковка написано. Где? Вот, ну вон. Видишь? Да, ряд 24. Магазин 113. Ну пойдем посмотрим. Хозтовары, посуда. Мне так понравился этот рынок. О, это будки, туалеты, туалеты. будки. Я Рошану, там такой огромный магазин с люстрами, со всякими фонариками. Я Рошану говорю, все, влюбилась. В Краснодаре этого нет, конечно, вон не кофта, хватает. смотри. И это... Я Рошану говорю, давай только теперь сюда будем ездить. Кстати, мы быстрее сюда доехали, чем мы до Краснодара едем. Ну да, быстро приехали. О, смотри. Печки. Вот здесь, наверное, есть. Так, что-то... мне куда там написано выходной. Вот, Руж. И оно? Что-то подобное, да? У меня 2 или 3 месяца, честно. Смотрите сами. Так и так. Вот такого плана есть 100 кубовый, есть 200 А это Руж не то? Рушан. Вот он. То есть вам надо... Ну вот они, да, дверцы, только она побольше. Желательно Да, это много маленькая. быть панорамная дверца и чугун. Дверка Вес топочная. печи 140 килограмм. Ну, для Толщина топки. чугуна вот 12 Не то? до 20 А вот и миллиметров. гель. Сейчас освободятся, сбросим. Помните? Вот Руж. Двойная, смотри. Заложено. Здесь точно будет. Думаешь? Ну, если по нашему размеру будет. 18 Вот 200. другая. Ну, маленькая, да? Вам Очень сочетание. маленькая. Который 25 200. О, прикольно, но мне кажется, маловато. 200, 32 200. Здесь не написано, Это да? 200. А, вот размер. Она весит 130 килограмм. 37 на 30. Но она получается как маленькая. сварочная. Так, Если ставим стартовую трубу и стартовые трубы для дожига пиролизных газов, получаем высокий коэффициент полезного действия печи.
Ну хорошо, в трубе будет зажигаться тепло, куда будет сама труба. У вас дверцы для каминов есть? Можно вам посмотреть? Я вам визитку дам, Клёво, вы в инстаграме посмотрите, то, что вас интересует. 50. 50 где-то, 50 минимум. Деревянный занимался в одно время. Скажу то, что осталось сейчас. Мгм. Так, со стеклом все, правильно? Да. Сейчас секунду. Найдем, потому что большие они прям очень, они не приходят. Рушан, смотри. Для бани, что ты хотел. светильники, да, бочки. Вон 1145 рублей. Запаривать тебе этот Веник. веник. Не поменьше Коля, надо. а большая дверца 50 на 50 нету, да? Максимально вот 40 на 40 посадочный, 50 Вот на 50. двойная, да? Да, двойная или одностворчатая будет К505 или Ага. Везувий 205. Ну на 40, 41 на 41. 50 на 50 наружка будет. Мгм. А сколько стоит она? Очень много 12 600. Господи, Так, дешевле, да? А вот это двухстворчатая 12 40. Тебе нравится? Двухстворчатая? Ну, прикольно тоже двустворчатая. Единственное, он неудобно открывается. Тут всё смотрите сами, мы расскажем. А одностворчатую можно посмотреть, Диана? Который сам побольше. Взять ее сами варить. Это я не вычу. В инстаграме можете посмотреть. А, мы дождемся. Мгм. Ага. Ну, они вот вообще вот они. Какой они. Размер. Ну, как бы. Может, подойдет нам этот размер уж? Бывает, это много. Это тоже палим дрова. Нашла зеркало, которое я искала. Смотрите. Видите, вот оно висит. Я не знаю, камера передаст, нет, она отдаляет. Сейчас спросим, почем зеркало. Потом пока в соседний быстренько зайдем еще. Да, здесь просто заняты. Здесь. Мгм. Здесь клиенты. Мы сейчас узнали цену, да, примерно? И сейчас пойдем еще спросим, пройдемся. Ой, хороший магазин, слушай, я прям в восторге. А, ну здесь нет, здесь основном видишь. Здесь как? 12 500 это уже намного дешевле. Конечно. Уже считай дорога Ну бесплатно. смотри, 12 500 и ну, размер Тарушан не тот был. Тот именно, тот, 50 на 50. Ну пока там заняты продавцы, мы сейчас нам здесь посоветовали, еще есть магазинчик такой трехэтажный. Мы сейчас быстренько сходим, потому что я смотрю, рынок еще не закрывается, все еще работают, время час дня только. Просто там Да? всего два варианта. Я в восторге от этого рынка. Я думала, что-то будет подобие садовода, если честно. Ну, ты идешь, допустим, тут контейнеры, а здесь все по-другому. Здесь заходишь в магазин и, И пошел. спокойно в тепле стоишь, смотришь, выбираешь. Так, самовары. Сейчас, короче, дойдем, посмотрим. Что можно найти еще. Сказал, какое-то трехэтажное здание. Двухэтажное. Ну, или двух, да. Сейчас найдем. Не доходя парковки, он сказал, скорее всего, мы пришли на парковку, но было по тому ряду идти. О, здесь есть сайдинг и плитка. Здесь все. Вот, котлы написано. Рушан, Это, скорее всего, газовые. да? Здесь нет. Да, это газовые котлы. Так вон я увидела какое-то двухэтажное здание. Впереди, видишь? Отходит машина. Тут тоже котлы Унитаз. и унитазы. Я говорю, все здесь. Я вообще в восторге. Уроки начинаются. Так, Руш, отходим, машина. Так. Просто кажется, что где котлы, там тоже есть такие дверцы. Что-то связанное. Душевые кабины, ванны, мебель, двери, ламинат. Вот она, которая нам нужна. Это не дверца, это топка целая. Вот здесь тоже все для баньки есть. А скажите, а для камина дверцы есть? А не знаете, ты сказал, здесь рядом. Нам
новая пришла, я еще не знаю, что это за дверь. Вот это. Давай, новый тоже решим посмотрим. Ну, если как-нибудь. Не знаю. Виталик пошел машину отгонять. Они как бы не легкие. А на пол ложите. Сейчас посмотрим. Должна, по крайней мере. Давайте на выключить. Ну да, да, по-моему, отсюда. Так, придерживайте. Ага. Ну, ее либо вот так, да. Да. Можете также на пол ложить. На пол. Ага. Ой, красивая. Не маленькая, нормально. Я думаю, для нашего нормально. Сон средний, да? Ну да. Ой, отлично. Что такое? Ходит? Просто посмотреть, А. все ли положено. Так, это... Которая новая, 14 900. Вот это 12 600, Можно? а та 14 900. Которая сидит. Да, второй этаж посмотрим. Не, вот такой. Вот такой. Ага. Это единственное. Смотрим по дороге. Вишка, да? А вот которая завешена ведрами. Не, это протопи-финка. Как? Протопи-финка. Там в районе 11 тысяч. Сейчас пропускаем. Аккуратно только. А та сколько стоит, кстати, которая с Да, 5300. Это побольше, да, по размеру идет? Нет. Посадочные одинаковые. Ну, здесь отличие по рамке, рамка выше, сама больше. Ну и соответственно здесь обдув, видите, притока много, хорошо. Это получается, грубо говоря, для такого камина снизу поддувал не нужно, да, делать? Но это обдув стекла от закапчивания вообще идет. Но можно, в принципе, здесь просто по форме чуть-чуть. Походная баня. Но это лучше, чем нержавеющие печки брать, которые для походных бань. А, вот Ну, это доброе и открывание, диапазон. да, в другую сторону идет? Видите, здесь вот он, да. Ну, то есть как бы она разделена чуть по-разному идет. Если мы там берем она полностью, или здесь просто... По-моему, колоты получали, но надо смотреть. Не, В мешках точно? открывание то нужно. Вот так, Да? чтобы Артем, открывалось. не Да. помнишь, как колоты? Не, в коробках. Да, то открывание поудобнее будет, да? Мгм. Ну, 330 вообще. И визуевская еще должна быть. 330. Такого же размера? 205 визуев. Это вот это, да? Отшлифованный. А, сторы с этим, да? Вот. А она сколько стоит? 460. Нормально. Или дунит, или добродиабаз, который колотый. Чем он отличается? От Здесь первой. снизу вот Накладной. точечки вот эти идут. И вот это поддув стекла есть. А та вот такая, типа, походу, без поддува. И сейчас подумал лучше. 14 580. Короче, мы все купили. Дома покажем, Все, что расскажем. хотели, все, что не хотели, взяли. А что даже не планировали, купили. Да, хватило даже на это денег, представляете? Реально рынок намного интереснее, чем в интернете даже. А сейчас идем за клеенкой. Ну, по крайней мере, посмотрим, что за цены и какие клеенки, может, что-то понравится. И это, посмотрим еще, сходим в кафель. Ой, это маска. Просто не хочется то и дело ее туда-сюда гонять. И кафель пройдемся, посмотрим.
почем здесь кафель на пол. Что здесь за цены, зафиксируем. Ты небо снимаешь, Руш. Почему? У нас видно. Ну рынок, конечно, обалденный, мы в восторге. Я уже, наверное, 20 раз туда Ты сказала. в восторге. Надеюсь, открыто. А где вход? Так, Непонятно. вход, наверное, вон Пойдем там. искать, а вон он вход. А вроде, знаете, все закрыто, Руш, и там темно. Нет, там внутри темно, Руш. Ну не успели, говорил тебе, давай сразу Нет, он, зайдем. по-моему, знаешь, если честно, и был закрыт. Посмотри, сколько здесь клеенок. Ну, такой столько нету. Может быть, просто проедемся, может, еще увидим. А я говорила. Вход. Пойдем посмотрим. А я говорила, давай изначально зайдем. Это я тебе говорил, ты говоришь, нет, потом успели. Я вообще-то все снимала, Рушан. Вот здесь. Ну, хотя это все отдельно, видишь. Ой, а там, знаешь, смотри, Нет, там все закрыто. все закрыто, да? Время уже 3 часа, нет, не 3, без 23. До 4 рынок работает. Приемка, смотри, сколько. Ой, пойдем, клеенки. Клеенка столовая, скатерти столовые. О, ну мы сейчас здесь посмотрим, ладно. Конечно, не так много, как там выбора, я смотрю. Но тоже есть. Смотрите. Просто Она такая узкая продается, она, наверное, на середину стола, да? Вот как Ну, у нас как на было, помнишь, центр, да, в кафе, стол, да. как вот ты увидел как раз. Не, ну вот это вот мне нравится, смотрите. Прям у нас стол черный. Единственный минус, что мне здесь не нравится, вот эти моменты, они, видишь, переливаются, блестят разноцветно. Вот блески бы эти убрать. Вот, мне вот эти цветочки не нравятся. Вот именно перья красиво смотрятся. Да? Ничего так. И знаете, достаточно такая толстая, да? А может черные не будут переливать? Хотя Не, будет не блеск переливается. будет. А такие. Он у тебя был. Ляпистая я не хочу. То сильно ляпистая. Ляпистая. Ну да, столы сейчас все разные. Ой, Руша, такой это сильно узкий, да? Это, наверное, сильно, да, Рушан, крупная? Такая длинная. Смотри, вот есть какое-то другое. Помельче. А вот, смотри, помельче. Что-то сильно дорого здесь. Да? Ну, мне кажется, плитка здесь дешевле мы не будем, не найдем, потому что плитка в основном продается у производителя, производитель цену снова. Думаешь? Не найдем здесь дешевле? А вот смотри. Нет, это какая-то супер крутая, но чуть попроще, да? Да, это какая-то. Это вообще, смотри, глянцевая. Глянцевая? Глянец, да. А мне не нравится глянец. Блестящий. Да, поскользнешься. На пол лучше матовую. Да, вот как вы думаете, на пол лучше матовую? Какого плана? Вот, чтобы вот так было. Вот она стоит 1623 рубля. Квадратный метр. Нет, что-то здесь, конечно, подороже. А вот, смотри, 1700. Нет, дорого. Дороговато. По 695. Вязь
Пол серый. Керамика. 695. Симпатичная. А, вот смотри. Дух. Смотри. Белый. неплохая. Там вообще такое светлое стекло, да? 695 тоже. Это совсем мелкая. Узкая, да? Вот мне нравится. 780. Ну, она как отбеленная, что ли. А, Кристина раньше рассматривала такую плитку. Вот смотри, внизу 690. Маленький совсем. Узкий, да? А здесь видишь, все пошло меньше, меньше, Мгм. меньше, меньше. Ну да, все уже. Так. Какая нам понравилась такая? Более-менее где-то здесь, да? Вот это. 695. Ну, еще так симпатично. А где-то, по-моему, внизу мы смотрели, нет? Вот здесь. Нет? Здесь рыжая. Рыжая. 780. Она маленькая, да? 780. Я скажу, в Леруа Мерлен, по-моему, подешевле можно взять, да? Выше Как у них по количеству здесь, если мы возьмем? со склада заказывается. У вас наличие все здесь или это все Большая часть здесь. Ну, то, что смотрите, она в наличии. Не здесь, на склад. Наконец-то находились, посмотрели плитку. Нам, если честно, ничего не понравилось, да и цены тоже не очень. Не особо по Да. поводу плитки, хотя В Леруа Мерлен можно и подешевле найти, да? там просто бывают акции различные. Ой. А здесь это дорогая вся плитка. Мы зашли в три места. Посмотрели. Вот в одном из мест мы поснимали, показали. Ну, почти везде все одинаковое, да? Ага. Сейчас надо забивать дорогу домой. Еще не помнишь выход. А, скажи по поводу рынка. Ты же сейчас с мужчиной общался. Здесь сам рынок называется Атлант. А то мы если кому сказали интересно. сперва, что мы в Алмазу. Да. Или как мы там, да, А рынок Алмаз, его просто, не знаю, все путают, называют рынком Алмаз. Рынок Алмаз — это автомобильный рынок, где там масла и тому подобное все для автомобилей производят запчасти, оптовый рынок. Вот. А сам касается строительного рынка, это вот рынок называется Атлант. Здесь стройматериалы, инструменты, вот, ну, всякие утеплители, гипсокартоны и тому подобное. Вот, все это здесь. Хороший рынок, такой много чего есть. В восторге, нам очень понравилось. И цены, вот по поводу того, что вот мы искали, говорю, вот ту дверь, которую вот мы взяли в интернете, я видел таких же размеров, она стоила в районе 16. Мы тоже 50 на 50 взяли? 47 почти 50 на 50, 47 там посадочное место. Может, из-за этого подороже. Но мы смотрели, там 14 и выше пошли. Да, там и по 22 тысячи есть как бы двери. Вот, ну, порядком цены отличаются. А еще что-то мы взяли, что я также знаю, сколько это стоит, что дешевле. Да. Приедем, покажем уже все, что мы взяли. Вот. Так что Поехали всё. мы домой? Мы домой поехали. Перекушивать будем? Ты хочешь? Давай перекусим. Там Магдаль где-то был по дороге. Ну, сейчас посмотрим, если будем проезжать, заедем. Такой поток. Движение такое, вообще поток машин на перекрестке. И светофора, главное, нет. Тут не сколько стоят. Вот, о, он уже прямо наглый поехал, смотри. И все сигналят ему. Так, Рушан, вот сейчас мы можем двигаться. Смотри, вот за этой белой. Вот за этой. Давай, поехали. Ой, этот тоже поехал. Тоже машина с нами долго так стояла. О, какой поток, а. Опять проезжаем старый город. А здесь тоже вот рассказывали какой-то вот старые хижины, есть дома, что ли, такие. Поэтому старый город очень
древняя часть города. Здесь вот мы уже проезжали, там где-то вот здесь по правой стороне сейчас. Там контейнеры, смотрите, сгорели. Какой ужас, а. Даже по новостям показывают. Вот здесь, смотрите, по правой стороне. Вот здесь. Ой, как неприятно. Здесь Смотрите, что пиротехника творится. продавалась. Пиротехника? Да. Ой-ой-ой, все сгорело. Ой, там даже, представляешь, как? Очень много сгорело. Решили заехать перекусить. Аккуратно. Ой, детки, конфетки. Да, дети такие непредсказуемые. Стоят и побежали. Так, я, наверное, буду картошку фри. Среднюю возьми мне и все, я больше ничего не буду, да? Мне хватит картошки фри. Что-то они разгружают. Бургеры? Серьезно. А, у них там даже на машине он нарисован бургер. У них все готовое приезжает, они просто Просто подогревают. подогревают. И всё. Ну, за исключением, если они салаты, все режут, кладут, все. Ребят, еду картошку фри, загружаю видосики в Инстаграм. Кто не подписан к нам в Инстаграм, забегайте. Там видео прям минута в минуту, секунда в секунду, да, вот что мы сейчас делаем, там вот сняли, привет, наблюдали. Онлайн, как говорится. Рушан уже поел, теперь я вот обедаю. Так что всем приятного аппетита, кто обедает. Понимаю. Картошку фри взяли. Ты что, правда, что ел? Двойной чизбургер. Но я его так проглотил и даже не понял, если честно. Дорога вообще пустая, да? Хорошая дорога такая. Спокойная. Такая хорошая дорога. Сейчас мы приступим дальше ложить камин. Сразу просто хотел начать с чего? Рассказать вкратце, почему и что делается. Почему здесь вот там был комментарий, типа специальная смесь должна быть. Здесь это основание камина идет, поэтому здесь кладется на раствор обычный. Здесь как таковой температуры не будет, потому что это, можно сказать, дно камина. Вот. А почему используется обычный кирпич? Некрасивый там такой, потому что мы используем обычный кирпич, потому что камин мы будем декорировать под наши стены, как нам нужно. Мы будем облицовывать его определенной плиткой. Это изначально было запланировано. Вот. По поводу смеси, у меня она есть, она лежит уже давно, до того, как мы начали кладить даже камин, мы подготовили, купили шамотная глина. Вот. И опять, она же будет использоваться на саму топку и на дымоход, там, где будет жаркая температура. А все, что касается облицовки, там просто она не нужна. Это шамотная глина, это как бы, просто тупо выкинутые деньги. Вот. Потому что шамотный кирпич, который будет обкладываться именно сама топка и дымоход, вот, он же расстойкий, вот он будет обкладываться именно шамотной глиной. Смесь у нас есть. А вот это, все, что вы видите, это будет облицовка. Она будет ложиться на обычный раствор. По поводу того, что написали, почему не используешь фольгу. Вот. Опять же говорю, это основание, и здесь температуры не будет, это дно камина. Поэтому здесь она не используется. Вдали выше, конечно, будет использоваться фольга. Вот. Это завтра мы поедем, купим ее, и она будет использоваться. Вот. Но поскольку здесь она, в принципе, не нужна, вот, какой смысл просто тратить на это деньги? Поэтому, как бы, сразу ее и не стал делать. Вот. А сейчас продолжим основание. Да. Хотел показать то, что мы купили. Вот она наша дверь. Фирма. Так, кто Дверка производит? каминная, со стеклом написано. Ну да. Просто кто производит? А, подожди, здесь написано посадочный размер. 417 на 400 на... Вот.
Как что-то посадочный размер, внешний размер. 417 на 422, это получается 41, ну почти 42. На 42. Ну да, на 42. А на квадрат? А внешний размер получается почти 50 на 50. Ну это сейчас я покажу, просто... Я, если честно, забыл, как она выглядит. Я тоже. Блин, Хотя выбора было не так много. А давай прям сюда же, на коробку, чтобы ничего не царапать. Так, Во, она красиво. даже с поддувом, смотри. Ну как, это не поддув, это... Потому что он шевелится. Сейчас я разберусь. А, она просто оттягивается и все. Тяжелый, да? Ага. Да, она вот просто оттягивается, и вот эта планка отходит и попадает в воздух. И для чего воздух? Тепло, Это чтобы чтобы давать в стекло, комнате? нет, чтобы стекло А, не не запотевало, там, да, потому что перепады температуры идут. Здесь все сделано. Она идет, как бы закрывается плотно. Вот здесь. Оп. И за счет того, что там эта нитка, она плотно прижимается. Вот здесь и получается, вот у нее размеры почти 50, На 50? ну да, 490 без 3 миллиметров. Посадочная, соответственно, меньше. Вот идет. Вот здесь 417, и здесь 422. И мы за нее отдали... 12 590 рублей. Это чугун, не металл. Потому что все-таки камин. Дело такое. Какая покупка у нас? В принципе, я вот на такое даже не рассчитывал, если честно. Да? Я изначально смотрел те двери, которые вот, на которые я рассчитывал, которые стоят 14. Она вообще такая простая, просто обычный квадратик. Вот такие двери, они еще дороже были. Вот. И я даже не мог подумать, что все-таки мы найдем такую дверь, именно такой формы, потому что я хотел такую полукруглую, красивую. Мечты сбываются. Как говорится, с языка сняла. Вот, нам повезло. То есть покупкой я доволен. Она будет стоять вот здесь вот так. Здесь у нас получится еще 2 ряда будет подъем, потому что будут золосборник еще. Вот, грубо говоря, где-то вот так будет дверь. Так, сейчас буду из более такого некрасивого кирпича закладывать вот этот мой бассейн. Вот, выровню все. И на этом пока на сегодня все, потому что буду ждать, пока высохнет. Вот, в принципе, у нас получается уже сам размер камина. Вот это вот основание, вот это уже пойдет, вот такого плана будет камин. Сейчас центр я заполнил кирпичами, вот, выложил все. Вот, и вот это основание блока заделал все швы. Так, неси. На сегодня уже все. Вот. Это будет не совсем дно камина идет. Здесь еще будет прокладываться один ряд. И здесь небольшое будет отверстие, которое будет служить для сборки золы, также поддувалом. Вот. Это уже будет завтра. А на сегодня, в принципе, все. Да, Нэнси?